Понимаю, что вряд ли вам захочется пересматривать столь болезненный матч, голы и вообще все, что было в матче с Турцией. Но тем не менее, друзья, пожалуйста, поставьте лайк, посмотрите хотя бы фрагмент, хотя бы 5 минут, 7 минут. Сколько у вас будет времени, потому что огромная работа проделана, очень жаль, если она останется совсем без внимания и если она будет просто впустую. Я только сейчас в 8 утра добираюсь назад до своего отеля. 4 часа туда, 4 часа обратно. Длинное путешествие. Но я решил не ломать сюжетную линию. Конечно, вы увидите, там я перед матчем такой позитивный, жду победы сборной Грузии. Но, знаете, не только голы и вообще результат стоит смотреть в этом влоге, но посмотрите на болельщиков, на их любовь к команде. И вообще, там, знаете, есть такая линия переклички турецких фанатов, грузинских. И мне кажется, что вот это противостояние, как минимум, в ничью завершилось. Потому что даже после 3-го гола грузинские болельщики не переставали гнать вперед свою команду. И, кстати, после 4-го гола, когда начали кричать «Сакартвело», Кучарашвили забил. Поэтому ради этого канала, ради грузинских болельщиков, пожалуйста, лайк, смотрите до конца. И верьте в грузинский футбол, у него еще все впереди. Удачи! Это по-прежнему Сандро, канал Shotted Media. Я отправляюсь сейчас на матч сборной Грузии в Турции. Посмотрите, какое расстояние мне придется преодолеть. Это, конечно, не поездка из Тбилиси в Батуми, но очень похоже, и это все в пределах одного небольшого кусочка Турции. Это уже не Стамбул, город Коджаэли. Вы наверняка видели видео, где Хвичи и другие футболисты прячутся от смрада, который окружает стадион. Там находится, не полигон, но завод, который сжигает мусор. И вот прямо сейчас я туда отправляюсь. Надеюсь, что запахи через камеру не передаются, и вы не пострадаете. А от вас жду лайка и подписки. Еще можете задонатить, потому что все эти поездки отнимают ресурс. Едем на матч в Коджаэли. Еще почти 7 часов до матча, но вот столько мне придется ехать, что лучше выходить заранее. И вот 34 станции, видите? Вот мы сейчас приезжаем, и стадион даже не здесь, еще дальше надо ехать. Ja, wir sind seit einer Woche hier, aber wir waren erst in Sivas bei meinem Kollegen zu Hause, dann waren wir in Tokat bei meiner Oma und sind jetzt seit 3 Tagen in Istanbul, genau. Aber hauptsächlich wegen dem Spiel. Genau, hauptsächlich wegen dem Spiel hier. Ja, das wird ein spannendes Spiel, aber ich denke, dass wir das Spiel gewinnen werden. Chancen gibt es immer, das ist Fußball, der Ball ist rund, aber Türkei wird das Spiel gewinnen, denke ich, mit 2:0. Die Stimmung wird auf jeden Fall grandios. Es wird ein sehr lautes Stadion, ich denke, es wird auf jeden Fall sehr Spaß machen. Ich denke, das wird ein schönes Spiel, aber Türkei wird schon 2:0 gewinnen. Aber weil Türkei heimstark ist, denke ich schon eventuell 2:0. Вот едем на стадион. Пока вообще скажу, что вот эта вот фраза президента Федерации футбола Турции, что для Турции это обычный матч, а для Грузии это матч жизни, она как будто бы себя оправдывает, потому что, правда, я пока супер ажиотажа совсем не вижу. Но мы сейчас стоим на остановке трамвайной, которая ведет к стадиону. И вот здесь сейчас ответ на вопрос будет. Если вот в трамвае даже ничего не будет, тогда как бы я вообще не знаю. Вот я у стадиона, добирался, наверное, часов 5-6. Это было действительно очень долго. Кстати, стартовый состав уже есть. Давиташвили в старте. Каши нету, как вы просили. Лучашвили, Гугличидзе в центре обороны. Мне кажется, что Саньоль делает все возможное, чтобы сегодня что-то взять. Вот это максимально боевой состав. А что там получится? Это уже на поле узнаем. Все, началось. Эти вереница фанатов турецких тянется, и тут отсекают всех, кто за сборную Грузии. Видите, с флагами, кто остался. Вот такой стадион.
O da işleviyor. Вот мы на стадионе, и вы видите, что здесь происходит. Грузинский сектор заполнен вообще максимально. Это очень круто. Это будет легендарная битва. A milli takımımızın formasını 100. kez giyme onurunu yaşayan Знаете, пока из интересного, это то, что Грузия в стиле ПСЖ начала и выбили мяч на чужую половину, но так эффектно прессинговать, как парижане, не получилось. Главное сейчас не пропускать первыми, это самое-самое главное. Знаете, ну вот это фирменное давление стадиона, которое мы всегда слышим на матчах клубных команд турецких, оно сейчас есть здесь и на сборной. Микаутадзе уже там наковырял один момент, можно еще пробовать. Давай, Клара, ну, Клара! Давай, 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 погоди, гол! Вечер, кажется, больше всего расстроился. Голи! 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 Ждем решения. Что тут еще сказать? Сакартвело! 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 Посмотрим, может быть, Клич сейчас какие-то волшебные бутсы дадут. Я вижу, у него замена бутс, да, не каждый день такого видит. Вот Качора уже опускается, чтобы игру как-то улучшить. Но опять получается в никуда. Давили оборону и очень... Да, друзья, нельзя так играть в решающем матче.
35-я минута. Дело даже не в счете, а все валится из ног. Куча ошибок. У Хвичи, у Кочарашвили, у Кочарашвили, у всех вообще. Вся команда играет отвратительно. Я даже не знаю, ну, можно ли что-то Саньолю предъявить, потому что просто отвратительная игра. Дай бог, сегодня все разгромом не закончится. Такое ощущение, что с Испанией был звоночек. Потому что сегодня настоящий ужас. 3-0 уже по ходу первого тайма. Хорош, Гогли хорош прям. А вот Хвичи пока не очень. Зорико. Свисток на перерыв, команды покинули поле. Ну, как-то безнадежно, знаете. Вот многие из вас писали еще в матче с Испанией, что какая-то безнадега. Весь матч обороняются. Никаких моментов, никаких выходов к воротам. И все. И что это за игра? Как будет с Турцией? Кстати, я себя убеждал, что нет. Это другое дело. Это матч с Испанией, там главное пропустить поменьше. Ну, теперь мы сами видим, что, наверное, вот эти звоночки, они были справедливыми. И знаете, меня даже не счет сейчас пугает, который неприятный, унизительный и как будто бы безнадежный. Я не знаю, как его отыгрывать, если еще когда была игра в Грузии, у меня были какие-то ожидания от второго тайма, то сейчас, я боюсь, как бы не стало хуже, как бы не стало 5-0. Саньоль по ходу тайма уже даже перестал что-то советовать. После второго гола пытался что-то поменять, а после третьего как будто уже ждал перерыва. Не знаю, может быть, он обсуждал какие-то планы, уже какие-то замены в перерыве. Я, кстати, сейчас чую вот эту вонь, которую вы видели на видео, когда игроки прятались. Но внутри чаши, кстати, она не чувствуется. Вот здесь, где воздуха побольше, очень даже чувствуется не сильно, но неприятно. Как и эта игра. Но в то же время Турция не безгрешна. Вы знаете, пока они не забили первый мяч, они допускали ошибки в обороне. И вот прямо перед первым голом сборной Турции Грузия могла открывать счет. Вы видели эпизод. Там Давиташвили немного перемудрил, как мне кажется, потому что и Микаутадзе, и Хвича были на другом фланге. Можно было покатить, он этого не сделал. Ну, не знаю. Ну и заметили, что если с Испанией ничего не залетало и Мамардашвили выручал, то здесь залетает практически все. И это тоже печально, но, наверное, с этим тоже ничего не поделаешь. Мне хочется, чтобы вот был такой тайм, за которым можно было бы не расстраиваться, которым можно было бы гордиться. Иначе вот обидно, что здесь столько людей, кто-то из Батуми, кто-то из Тбилиси ехал на машинах, чтобы поддержать сборную. Ну и вот то, что мы сейчас видим, оно этого недостойно. Но еще есть 45 минут. В 3-3 я не верю, конечно, но голов от Грузии ждем. Еще сейчас можно получить, конечно, с таких атак, но вроде ничего. Кстати, очень хорошо видно. Посмотрите, как высоко они встречают. Фактически вся турецкая сборная сейчас на чужой половине, и это при счете 3-0. Ой, должен быть гол!
наконец-таки Саба Лобжаницы появится, а? Сколько лет мы его ждали. Да ё-моё. Эти крылья турецкой атаки теперь. Зарико заменили, и Лобжаницы, я так понял. Milli takımımızda oyuncu değişiklikleri. Oyundan çıkan 10 numara Hakan Çalhanoğlu. Видимо, Çalhanoğlu так поздравляет. Красиво. Друзья, долго говорить не буду. Вам спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайк. Ну что же, поражение разгромное. Но боролись до конца. Это факт, то, о чем я говорил. Забили. Ну, потрясающая атмосфера на стадионе. Вообще арена потрясающая. И, кстати, знаете, я реально чувствую, что здесь воздух какой-то херовый. Першит в горле и говорить тяжело. Поэтому заканчиваю. До новых встреч. Подзорами полиции так вот ходим. Полицейских штук 100, наверное. Это часик продержали, но...